Смотрите внимательно. Сейчас перед вами существа, которые живут на нас всю жизнь. Они маленькие, прозрачные, тихие. Мы их не слышим, не чувствуем и не замечаем. Но под микроскопом они становятся видимыми. И весь привычный мир будто меняется. Сегодня я покажу, что происходит с клещами Демодекс, когда они сталкиваются с обычным березовым дегтем. И скажу честно, эксперимент получился жестче, чем я ожидал. Привет, с вами Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Вы давно просили меня проверить, как березовый деготь действует на живых демодексов. Сегодня я покажу все честно, полностью и без скрытых моментов. Эксперимент будет максимально прозрачным, вы увидите каждую секунду, от момента, когда деготь касается клеща, до полного отсутствия движения. Ничего не убираю и не сокращаю. Все, что происходило на стекле, сейчас вы увидите. Перед началом давайте коротко напомню, кто такие демодексы. Демодексы – это микроскопические клещи, которые живут в порах, в волосяных фолликулах и в сальных железах. Там, где темно, влажно и много пищи. Идеальное условие. Мы носим их с собой с детства, и они считаются частью нормальной микрофлоры кожи. Но есть один интересный момент. Иногда клещ бывает толще человеческого волоса, но мы все равно не можем увидеть его глазами. Почему так? Потому что у клеща абсолютно прозрачное тело. В нем нет пигмента, ни цвета, ни тени. Глаз человека не видит объекта размером меньше 40-50 микрон, особенно если они не имеют контраста. А кожа не идеально ровная поверхность. Там много пор, складок, бугорков, и на этом фоне клещ просто сливается с окружением. Его движения настолько медленные, что кажутся отсутствующими, поэтому даже если клещ толще волоса, мы его все равно не замечаем без увеличения. Под микроскопом все же выглядит иначе. Вот мой волос, темная плотная линия, а рядом клещ, который в 2-3 раза толще, но виден только через объектив. Такой вот парадокс микроразмеров. Сегодня у нас под микроскопом целая группа разных демодексов. Маленький Демодекс brevis, большой Демодекс folliculorum, который шире волоса, активные экземпляры, которые стоят на месте, но все время слегка шевелятся, спокойные клещи, внутри которых видно движение внутренностей. Идеальные по форме экземпляры, клещи с уже поврежденными частями тела, и один загадочный, которого я случайно раздавил или разорвал пополам, пока подготавливал стекло. Он превратился в кляксу, и честно, я так до конца и не понял, как это произошло. У нас есть две большие партии клещей. Первая попадает под маленькое количество дегтя, вторая под слишком большое, а в конце будет отдельный экземпляр, у которого случился самый неожиданный финал. Все клещи живые, подвижные и хорошо видны. Все дышат, шевелятся, реагируют, и никто из них еще не знает, что будет дальше. Начинаем. Я подношу первую каплю дегтя. Сказать аккуратно сложно. Деготь сам решает, как течь. Он густой, липкий, тягучий. Поверхность сразу окрашивается в желтый цвет, и картина становится как будто из старого научного фильма. Первый клещ реагирует быстрее всех. Его тело начинает сжиматься, середина втягивается внутрь, сегменты становятся более тонкими. Он словно теряет внутреннюю жидкость и уменьшается в объеме. Каждое движение становится слабее. Второй клещ идет по тому же пути. Сначала немного двигает лапками, потом тело начинает менять форму, потом движение почти исчезает. Через 5 минут оба полностью неподвижны. Форма тела изменена, объем уменьшился, они не реагируют на свет, на касание дегтя, ни на что. Следующая капля дегтя оказалась слишком большой. Поле моментально стало темно-красным, почти черным, клеща почти не видно, но при увеличении в 100 крат он появляется сморщенным, сплющенным, неровным. При 400 крат видно, что внутри почти ничего не осталось, тело кажется пустым и легким, будто выжатый изнутри. Когда я пытаюсь убрать лишний деготь, клеща подхватывает поток. Он плывет по стеклу, переворачивается, слегка покачивается и врезается в кусочек моей сухой кожи. Там он и застревает. Через 5 минут снова полная остановка. А вот дальше произошло то, чего я точно не ожидал.
Я добавляю обычную каплю, ничего необычного, но клеща мгновенно придавливает. Он сплющивается, задняя часть расползается по стеклу и теряет форму. Вместо него остается размазанное пятно. Причину может только предполагать. Неправильный угол, резкое давление, слабый хитиновый покров. Повторить это специально невозможно. Рядом лежал второй клещ, целый, ровный, и он прошел стандартный путь. Движение, слабое движение, нет движений. Те же 5 минут. Теперь массовая проверка. Сразу 5 клещей в одной капле. И вот тут самое интересное. Ни один из них не сморщился, не сдулся и не потерял форму. Все 5 выглядели нормально, но через внутренние реакции было видно, они слабеют. Движение становилось меньше, меньше и меньше, и через 5 минут все 5 остановились. Выражаясь простыми словами, снаружи все нормально, внутри процесс закончился. И финальный участник – маленький плотный клещ, который отлично виден сразу. Форма четкая, движение заметно, идеальный образец. Но когда деготь попал на него сбоку, произошло неожиданное – клещ сложился пополам. Просто согнулся, как полоска бумаги. В такой позе он прожил всего 1,5 минуты. Самая быстрая остановка во всем эксперименте. И по моим наблюдениям, он погиб не только от действия дегтя, но и из-за неправильного положения тела и давления капли. Итак, что получилось в итоге? Березовый деготь действует на демодоксов быстро, жестко и без обратного пути. По времени клещ, который сложился, перестал двигаться примерно через 1,5 минуты, все остальные примерно за 5 минут. По реакции организма мы видели, что кто-то потерял объем и стал сдутым, другие сморщились, некоторых унесло по жидкости, одного расплющило, а были и такие, которые просто тихо угасли без внешних изменений. Деготь оказался действительно сильным веществом для клещей демодокс, но это важно подчеркнуть. Это домашний любительский эксперимент под микроскопом. Он не является медицинским тестом и не относится к лечению. Это просто наблюдение за реакцией вещества на микромир. А теперь напишите в комментариях, с чем еще протестировать демодоксов. Я все комментарии читаю и обязательно все проверим на клещей. Спасибо, что были со мной, берегите себя и до встречи под микроскопом. Пока-пока.